Всем привет! Сегодня поговорим о том, как я купил PS Vita в 2021 году, почему она стала никому не нужна, и даже сама Sony от нее отреклась. Много ли игр на нее сейчас, да и вообще, стоит ли ее покупать, когда уже и так есть Nintendo Switch. Эту консоль анонсировали 27 января 2011 года на PlayStation Meeting. В России консоль появилась 22 февраля 2012 года. Когда я впервые увидел презентацию консоли, то сразу же загорелся идеей купить ее, и чуть позже, в 2013 году, купил. Меня всегда привлекала идея портативного гейминга, поэтому я всегда тянулся к устройствам, которые могли дать такой опыт, и был счастливым обладателем сначала PSP, а потом и PS Vita. Сейчас же я активно пользуюсь Nintendo Switch. Тогда я был студентом в университете, подкопил немного денег и купил фатку, карту памяти на 8 гигабайт и вместе с консолью приобрел Uncharted Золотая бездна. И первое, что меня удивило, когда я пришел домой, открыл коробку и достал свою новенькую консоль, это то, как она выглядит. Я испытал легкий шок от того, сколько инновационных технологий в нее засунули. Я думаю, что все, кто хоть раз пользовался этой консолью в те годы, со мной согласятся. Сейчас все это не выглядит чем-то удивительным, но тогда сенсорный OLED-экран, сенсорная панель почти во всю заднюю крышку, два аналоговых стика, правого, кстати, не было в PSP. Да и начинка была на то время достаточно мощная на фоне портативок от Nintendo. Все это производило приятное впечатление. Когда я запустил впервые Uncharted, то удивился качеству игры. Графика казалась мне шикарной, да и русская озвучка приятно удивила. Игра ощущалась как проект с больших консолей, но ты мог поиграть в нее где угодно. Тогда я понял, что у этой консоли огромный потенциал. Но как оказалось, игр интересных мне выходило мало, стоили они дорого, и я, наигравшись, продал ее. И вот в 2021 году я снова загорелся идеей купить себе карманные консоли от Sony. Первое я приобрел PSP, фаточку, обзор на нее, кстати, есть на канале. А сейчас приобрел PS Vita. Что странно, на Авито они достаточно дорого стоят. Найти консоль в приемлемом состоянии за вменяемые деньги сложно. Мне пришлось достаточно долго мониторить сайт в поисках подходящей консоли. Итак, начнем с самой консоли. На передней панели у нас 5-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 960 на 544 пикселя. Стоит отметить, что позже выпустили доработанную 2000 версию, в которой экран стал IPS. С боков у нас блок кнопок и аналоговые стики. Ниже стереодинамики. Снизу у нас располагается мини-джек и порт для зарядки и подключения к ПК. Слот для карт памяти вот здесь у нас располагается. Сверху кнопка включения консоли, кнопки изменения громкости, слот для картриджей и слот для подключения аксессуаров. Почти всю заднюю панель у нас занимает сенсорная часть. И стоит отметить, что из таких явных недостатков в первой консоли это отсутствие собственной памяти, что в свою очередь приводило к тому, что с покупкой консоли надо было брать проприетарные карточки, которые стоили очень дорого, и на момент выхода, по-моему, максимальный объем памяти был 16 гигабайт. В 2000 версии изначально добавили уже 1 гигабайт встроенной памяти. Это позволяло хотя бы сохранять данные игры, чего не было в фаточке. К сожалению, эту консоль постигла печальная участь. Хоть в начале своего жизненного пути Sony активно поддерживала консоль эксклюзивами, но через несколько лет поток качественных игр заметно снизился. Сама Sony в 2015 году заявила о том, что больше не будет поддерживать консоль новыми играми и сконцентрируется на PS4. А в 2018 году перестала выпускать картриджи. В итоге продажи консоли можно считать провальными на фоне конкурентов в лице Nintendo 3DS. И Sony потихоньку стала про нее забывать. А в 2021 году вообще заявила о закрытии магазина для этой консоли. Но, к счастью, для владельцев консоли появились неофициальные прошивки. И перед тем, как поговорить об этих прошивках, стоит сказать, что я не поддерживаю пиратство, не призываю к противоправным действиям, считаю, что любой труд человека должен оплачиваться. А теперь продолжим. В 2016 году PS Vita удалось взломать, и после этого на нее стало возможным устанавливать множество игр, программ, изменяющих работу консоли. Например, можно принудительно увеличить частоту процессора, что в свою очередь может повысить FPS в некоторых играх.
Есть эмуляторы различных консолей, включая PSP. А самое главное, есть магазин, в котором можно скачать любые игры, начиная с первой PlayStation и заканчивая PSP, с любыми дополнениями для них. А также в слот для картриджей через переходник можно поставить microSD-карту почти любого объема. И это замечательно, ведь стандартные карты памяти стоят очень дорого, и найти приличного объема крайне сложно. Все это дало новую жизнь консоли. И сейчас, в 2021 году, она скорее жива. Да, на нее уже не выходят новые проекты, но есть очень много переизданий и эксклюзивов, таких как коллекция God of War, эксклюзивы вроде Killzone, Uncharted, Resistance, Metal Gear Solid и другие. И как ни странно, она имеет множество преимуществ даже перед Nintendo Switch, которая вышла на 4 года позже. И первый, пожалуй, главный плюс – это экран, который пусть и имеет меньшее разрешение, но качество цветопередачи, на мой взгляд, лучше. Второй плюс – это ее размеры. Тот же Nintendo Switch более громоздкий, его не в каждую сумку можно засунуть. Также стоит отметить относительно простой способ прошить консоль, и конечно же нельзя сказать про то, что у нее есть слот под сим-карту, есть браузер. Подводя итог, хочется сказать, что покупка PS Vita в 2021 году вполне оправдана, ведь за небольшие деньги можно получить достаточно мощную консоль, не требующую дополнительных вложений. Ведь, как правило, их продают уже прошитыми и с SD-картой. На нее можно поставить множество игр, начиная от эксклюзивов, заканчивая играми PS1 и PSP. Да, во многие игры можно поиграть через эмулятор на смартфоне, но ощущения будут не те. Поэтому, если думаете, покупать или нет, смело берите. Сейчас в среднем их продают от 4 до 7 тысяч рублей, в зависимости от состояния и комплектации. Перед покупкой проверяйте состояние консоли, работу аналоговых стиков, кнопок и нет ли бана на консоли. Вроде как я сказал все, что хотел. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока.